Хотите, я вам покажу самый крутой HDMI switch 3 в 1, то есть это когда 3 девайса уходят в один порт HDMI. При этом с поддержкой 8К60, с поддержкой 4К 120 Гц, с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos. Короче, с вот таким вот пультом. И все это от именитого бренда Ugreen. Так что на канале Технозон поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите его цену, всего лишь 31 бакс на момент съемки этого видео. Ссылка на проверенного продавца в описании. Под этим видео можете пойти и проверить цену для вашего региона, потому что для каждого региона она может быть разной. Но это очень крутая вещь. Существуют варианты 8К HDMI 2.1. У нас существует, его можно купить, кстати, с кабелями. А кабели, честно говоря, нужны крутые. Я использую те кабели, которые я уже когда-то показывал, и FSU, и AudioQuest, и другие, которые с поддержкой 2.1. Само собой, ссылочки на проверенные кабели HDMI на 2.1 лежат в описании под видео. И знаете, для чего я это делаю? Для того, чтобы вы не морочили себе голову. А вас я прошу взамен просто-напросто подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Существует также версия у нас 4К 60 Гц и существует вот такая вот 4К 30 Гц, но я рекомендую конкретно эту версию, потому что я ее использовал, я ее тестировал. И о чем идет речь? Очень классная штука для того, чтобы... Ну, слушайте, во-первых, она сертифицирована. Эта штука сертифицирована ассоциацией HDMI. Во-первых, на секундочку. Во-вторых, подходит для подключения, например, у меня есть Xbox, есть игровой ноут, который я подключаю к своему телевизору и могу играть. Но мне неудобно постоянно. У меня, смотрите, у меня есть один TCL телевизор, и там есть два входа всего лишь. Один ARC, куда выходит мой ресивер, а один вход. И все. И как мне быть? Вот это вот идеальная штука. Идеальная. Сейчас, смотрите, я покажу вам, как он выглядит. Особо распаковывать не надо. Это обыкновенная металлическая коробка с тремя HDMI. Ну давайте я отключу вот так вот. С тремя HDMI входами, одним HDMI выходом. Все. Спереди у нас только индикаторы включенного и кнопка сверху переключения. Но это не все. Есть еще пульт с тремя кнопками, тремя портами и просто кнопкой прямого переключения. То есть сам он по себе алюминиевый, а снизу резиновые ножки. Поэтому распаковки не будет. И есть, конечно же, кабель питания. Это кабель, господи, как его? Сейчас. USB на вот такой вот штекер. То есть он нужен, без него никуда. Дальше, смотрите. Поддерживает HDR10+, 3D Vision, 12-битный цвет, 240 Гц VRR. Ребята, VRR. На секундочку. QMS, ALLM, все правильно сказал, с Dolby Atmos, поддерживает проброску 24 бит, 192 кГц, поддерживает LPCM, DTS, DSD 5.1, 7.1 и далее. Любые форматы звука. Фух, ребят, очень-очень крутая тема. Ну, например, видите, как вариант использовать там, допустим, HDMI switch, использовать Mac, использовать еще один Mac, и вы просто переключаетесь между ними на рабочем столе. Вот как вариант, это очень классная тема. Поддерживает 8К 60 Гц, и это сейчас уже скоро будет очень актуально. 240 Гц, самая высокая refresh rate у нас возможный. Смотрите. Классно, с 30-герцовым сравниваю, даже 3D, у нас 3D, динамический диапазон какой-то, не знаю, HDR10+, и Dolby Surround Sound. Само собой он поддерживает Dolby Vision, потому что это входит в стандарт HDR с 12-битным цветом. Все, ребят, переходим, тестируем и делаем выводы. Смотрите, сколько устройств он поддерживает. PS4, 5, Switch, лэптоп, Xbox поддерживает, LED-индикаторы есть. Очень-очень крутая вещь. Круче я еще не видел. И вот что у нас тут, видите, написано, сколько должна быть длина кабелей. Ну, это вы все можете по ссылочке посмотреть. Ну, а мы уже переходим. Время тестов настало. И я подключил, вы видите перед собой экран Android TV. У меня это сейчас подключено. Ну, я вам сейчас покажу, как это подключено. Вот таким вот образом. Видите, тут
Все 3 HDMI задействованы, самая крутая версия, есть пульт, можно переключать прямо на самом этом свитче, но советую пультом использовать. То есть 3 источника, 1 выход на телевизор. Начинаем. Я просто буду переключать через Next. Вот просто он... господи, я не туда направил. Так, переключаем на второй экран. Это у нас включился экран второго компьютера. Вот он есть. Я могу тут сделать кое-какие манипуляции. Там все есть. То есть я сюда подключил компьютер, переключаю третий экран, то есть 3 одновременно. Во время тестов я использовал кабели HDMI 2.1, которые мы... уже когда-то показывали. У меня там и ФСУ были, и различные. Так, просто на переключение работает. На отображение работает, но мы должны с вами, самое главное, протестировать на Dolby Vision и Dolby Atmos. Ведь это было основное условие того, что мы его приобрели. Так как у меня нет устройств, которые бы поддерживали 4К 120 Гц в ТВ-боксах, мы, конечно же, с вами ничего не сделаем. Но у нас есть, знаете что с вами? У нас есть с вами подключенный компьютер, в котором мы сможем сейчас посмотреть, какое максимальное разрешение он у нас пропустит. Так, сюда вот перенесли. Вот он, мой второй дисплей. Чуть-чуть его растянем. И ищем. Разрешение. Да, он здесь, видите, у меня сам комп по себе не поддерживает 8К, но поддерживает 4К, видит, даже полные 4К, 4096 на 2160. Просто мой рекордер не поддерживает 8К, блин, вот как быть? Ладно, есть как есть. 4К 60 Гц мы получили. Сейчас я переключу на свой ТВ-бокс, и мы сделаем одну простую вещь. Вот мы с вами добрались до теста на моем телевизоре с Dolby Vision, с Dolby Atmos. Мы сейчас видим 2160 со звуком PCM. То есть я включил сейчас Mi Box S второй ревизии. И давайте посмотрим с вами в настройках, что же он нам предлагает. Сейчас есть 4К 60 Гц максимально, что он нам дает. Мы с вами включим сейчас обязательно Dolby Vision принудительно. У нас сейчас матч-контент. Давайте включаем принудительно Dolby Vision. Видим, что у нас появился Dolby Vision. Суперово, отлично. Мы, конечно же, с вами получили такую классную вещь и переключаем на матч-контент. Объясню для чего, чтобы у нас включалось в соответствии с контентом. Сейчас у нас опять мы Dolby Vision не видим. Давайте идем с вами в Netflix, потому что в Netflix мы конкретно можем проверить. Мы видим Dolby Vision, Dolby Atmos. Давайте просмотреть. И у нас включился Dolby Vision и Dolby Atmos. Ребят, есть как есть. Все суперово. То есть данный Ugreen Switch нам позволяет, это у меня в домашней студии стоит телек тестовый, позволяет просто-напросто получить Dolby Vision, Dolby Atmos. Давайте чуть по-другому. Мы с вами еще сейчас попробуем YouTube, но мы YouTube попробуем в 2 вариантах. Я хочу попробовать Source LED, когда декодируют на телевизоре. У нас сейчас Source LED и стоит, и нам нужно еще и поменять метод декодинга, когда будет декодировать сам ТВ-бокс, чтобы уже понимать, что мы все абсолютно варианты проброса Dolby Vision имели. Давайте включим сейчас HDR, посмотрим. Так. Включайся, давай. Так, включился мой ролик, один из классных. Так, сейчас мы видим SDR, все правильно, так и должно быть. Пойдем в настроечки, сейчас в настроечки и переключим на другой режим. Смотрите, у нас в настройках экрана есть вот такая вот. У нас сейчас стоит device LED, а мы переключим Source LED. Device LED это декодирует телевизор, Source LED это декодирует ТВ-бокс. Так вот, при передаче ТВ-бокса у нас должен этот девайс пропускать и HDR, и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Смотрите, сейчас у нас заработал HDR. То есть я тестировал специально. Смотрим, все у нас отлично. Теперь мы должны с вами пойти вот видим, да, HDR. Теперь мы с вами идем в Netflix.
Где тут? Вот он, Netflix. Идем и включаем опять наш фильм. И получаем опять Dolby Vision и Dolby Atmos. Все, он в любом раскладе пробрасывает Dolby Vision, Dolby Atmos, вне зависимости от декодирующей стороны. И таким образом я могу вам сказать, что это устройство, это самый крутой switch для Dolby Vision, Dolby Atmos 3 в 1. То есть, когда много источников в один. Ну, бывает такое. То есть, необходимы такие эти штуки. Будем смотреть дальше, выбирать другие свитчи. А этот я, соответственно, рекомендую. Это крутелезная, это наикрутейшая штука, которую я тестировал из такого рода свитчей. И с вами был Bubble на канале Технозон. Ссылки в описании под видео. Подписываемся. Пока.